Привет! Всем привет, привет, привет. Большой привет. Играем в бильярд, в русский бильярд. Да, симулятор русского бильярда, игра Deluxe. Как-то бильярд Deluxe. Не знаю, есть ли она вообще сейчас где-нибудь там в стиме, но я ее в интернете нашел. Хорошая игра. Симулятор бильярда. Здесь также можно играть и в английский, и в русский. Вот, но так как мне больше нравится русский, я его лучше знаю даже, я играю в него. Вот. Так. Да, хотелось бы, конечно, разминку, но разминки здесь нету, приходится сразу играть с игроком. Ну, как с игроком, с ботом. Да, здесь мультиплеер, здесь нету интернета. Так, выбираю обстановку подвал. Мне нравится играть в бильярде в подвал. Почему? Потому что здесь нету солнца, шары не отсвечивают. Вот, ну и, наверное, обстановка мне более привычнее. Как бы я, когда играл в бильярд, то всегда играл в подвалах. Никогда я не играл где-то там в залах, либо на улице, на природе. Ну, так вот. Так, по поводу... Так, ну, бильярд русский понятно. Так, кии в основном деревянные используются. Ну, также можно и пластиковые брать. Вот, могу даже рассказать по поводу всех этих киев. Почему деревянные. Значит, белый, черный. Во-первых, у них материал, они уже приближены больше к пластику. Вот, и бывает момент, вот, когда, естественно, играешь сам. Вот, кий, он катается по руке, как бы. Ну, ты же по руке уводишь, чтобы удар сделать, выполнить. И вот эти кии, у них вот этот лак или чем они там покрываются, короче, он не катается, ты натираешь себе тупо мозоль. Тебе приходится вот этот мел, который на кии намазывается, чтобы не соскальзывал кий при ударе, тебе приходится этот мел руку им мазать. Поэтому самый лучший вариант это дерево, конечно. Вот, но здесь деревянный кий, он тоже ни о чем, скажу так, он дешевый. Ну, обычно такие раньше были вообще бесплатно доступны в каждом клубе. Ну, а нормальные кии, они либо на прокат берутся, за них денежку платишь, либо покупай себе сам. Так, по поводу покрытий. Какие покрытия в основном используются? Волокна. Вот. Сейчас точно не скажу, может сейчас уже чисто на синее волокно перешли, но раньше использовался всегда зеленый. Классика, при том, что он используется что на иностранном бильярде, что на русском. Ну, да, бывает синие тоже столы, кстати, неплохо смотрится волокно. Раньше его как-то особо... Ну, я в него не играл. Вот. Один раз тогда что-то так получилось, случайно пришлось, когда они поменяли столы. Что касается модерна, это вот это волокно, оно считается как виповское, то есть в основном такое волокно и стол используют в вип-комнатах, где чисто собирается отдельная компания, которая, ну, платит чуть денег побольше, проводит время в основном для отдыха. Вот. В основном я не видел, чтобы это полотно используют где-то на соревнованиях, на турнирах, это так. На соревнованиях в основном идет классика, по-моему, готику я тоже не видел. Так, это класс. А то подумают, что что-то не то. Так, ладно, поехали. Играем, наверное, классика. Деревянным кием. В русский бильярд. Так, выбираем, наверное, я в этот раз любителя. Да, я его всегда в основном выбираю. Почему именно такую сложность я выбираю в этой игре? Вот эти все игры, которые мы провели, мы поняли, или я лично понял, что самая оптимальная сложность это любитель. Он может быть новичком, он может быть мастером, он может быть экспертом. Короче, все зависит от того, что у него активируются, какие тут скрипты, так это бот. Идти дальше мастер гроссмастер смысла нету. Почему? Потому что они тебе даже ходу не дадут. Они просто забивают все. То есть это тупо показуха. Вот как игра создавалась, вот эти ходы у нее создавались, это тупо показать, как, наверное, шары забиваются, я не знаю. Иначе даже это, ну, с этим не поиграть. Новичок
Тоже непонятная сложность здесь. То дурачок, то не новичок. Короче, ну, самый оптимальный любитель. Поехали. Сам по себе бильярд мультяшный. Скажу я вам так. Что я как бы для вас сделал такое изображение. Вообще он выглядит вот так. Но я вам сделал так, как он выглядит на самом деле в жизни. Потому что я играл за ним, и я скажу, он выглядит примерно так. Чтобы вам было интересно смотреть. Ну, а я в мультик играю. Если бы меня бы можно было такой же фильтр здесь поставить, я лучше бы его бы поставил, честно. Я мультики не люблю. Ну, сейчас вот на данный момент, если игра вроде как серьезно, но вот эта цветная гамма, она здесь вообще не в тему. В основном правила русского бильярда, значит, ну, вообще 16 шаров, в общем, надо забить 8, бьешь любым. Вот, какие еще моменты? Есть два типа шаров здесь. То есть по сравнению с американским, да, там только цвета и бьешь одним всегда. А здесь бьешь любым шаром, но либо чужака можешь забить, либо свояка. Чужак, значит, это шар, и тот залетает в лузу. А свояк, это значит шар задевает другой шар. Ну, то есть вот этим, которым ты бьешь. И он, если твой же шар, которым ты бил, заскакивает в лузу. То есть это свояк называется. Вот это сейчас был забит свояк. Ой, свояк, говорю, чужак, блин. Свояк. Сейчас я буду пробовать забивать свояка. То есть моя задача ударить по этому шару, чтобы он задел тот, но при этом оттолкнулся от него так, чтобы зашел в лузу. То есть здесь еще надо как бы все это рассчитывать, целиться. Все зависит еще от правильности удара, от меткости. Также здесь, конечно, роль играет стратегия. Она тут есть. Можно здесь ходить. То есть, если шары позволяют. Но опять же, чтобы ходить, надо уметь правильно бить. Удары могут быть разные. Не обязательно бить шар в центр. Можно его бить сюда, 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 сюда и центр, да, допустим. Вот. В основном, чтобы шар оттолкнуть, либо с ним вместе закатить два в лузу, либо чтобы этот шар ударил, допустим, другой шар, ушел маленько вперед, оттолкнулся и ушел, используется удар вверх. Вот. И это даже как бы не удар идет, а толчок. Вот. То есть вот так это не бьется. Идет толчок небольшой. Вот. Насчет кручений, варианты. Все зависит от того, где находится луза. Вот. Обычно как бы удар идет, если ты хочешь закрутить шары, забить свояка крученого, то используется удар против лузы всегда. То есть если луза справа, я бью вот, блин, я не знаю, пример бы показать. Ну, допустим, вот этот шар, если бить естественно, он оттолкнется и ударится в борт и уйдет. Вот, обычно вот если луза, мы берем примерно расчет. Вот если его ударить, мне надо, чтобы он ушел в правую лузу. При этом луза может находиться дальше, может ближе. Тут уже как бы удар корректируется. Либо чуть-чуть его оттолкнуть, чтобы шар пошел вперед от него, либо наоборот вернуть его назад, удар идет вниз. Вот. При этом, чтобы он получился, ушел вправо, шар его надо сделать, закрутить, сделать крученым. Вот. Ну, а в этом случае, значит, чуть-чуть его надо толкнуть, то есть не прям до верха, вот так вот, и взять до упора вправо. Если сильно переусердствуешь, кий может соскользнуть. Тут тоже эта роль играет.
Ну, что-то типа того, только еще удар надо, когда ты начинаешь бить крученый шар, надо резко щелчок делаешь. Прям не толчок, а прям щелчок. И тогда он закручивается. Вот. В настоящем бильярде такие шары заходят вообще на ура. Здесь нет. Здесь маленько в этом плане почему-то... Ну, игра есть игра, как бы... Чужаки бьются тоже интересно здесь. На глаз твоя траектория примерно. Вот если ему сейчас ударить в лоб, он оттолкнется в угол лузы вправо и уйдет. Здесь надо где-то примерно наметить глазом центр шара и чуть-чуть сместить. Ну а тут уже на глаз, это уже как бы наигрывается со временем. Кто-то предпочитает играть, но в реальном бильярде вида сверху нет. Вот. В основном вот играют в игры вот так вот в бильярд. Ну это тогда уже тупо стратегический бильярд называется. Так хорошо, конечно, сверху наблюдать, какой шар лучше куда идет, да? У меня нету какой-то там траектории или что, я просто на глаз примерно рассчитываю удар. Вот. Ну и да, у меня есть представление немного, так как я раньше очень часто играл в этом бильярд. В основном любительская игра, никакие турниры я особо не устраивал, ничего у меня такого не было. Просто я видел, как игроки играют, те, которые вот это, как шарики крутят и все. Я играл раньше стандартные, никогда их не крутил. Вот, но я видел, как играют люди, которые вот занимаются этим кручением. Ну и вот в этой игре я просто стал экспериментировать и все. И понял, что это, ну, плюсы дает иногда. Потому что бывает шар, он сильно далеко от лузы находится, ты просто думаешь, о, блин, а как это ты вот ударить так, чтобы тот ушел туда. Если ударить стандартно, он туда не уйдет. Вот такие вот дела. Есть еще вот такой тип шаров. Вот, если ударить стандартно, он отобьется и уйдет туда. Нет, это не онлайн игра. Это одиночная игра с ботом. Вот. Мне надо его протолкнуть. Кстати, какой еще плюс, когда ты бьешь шар вот сюда и его толкаешь? Это, конечно, игра уже тонкий свояк. То есть мне надо еле-еле задеть край этого шара, чтобы он меня не отпружинил куда-то. И чтобы мой шар пошел в ту лузу. И надо прям рассчитать так габариты шара. Ладно, буду так, чтобы он краем-краем задел. Это тоже все на глаз играется. Ну, то есть надо еще тоньше сыграть. Ну, опять же, здесь еще траектория. Вот здесь траектория, она сложная. Если бы он бы еще чуть правее бы стоял, можно было его катнуть, он бы пошел бы точнее. Да, тут надо постоянно смотреть траекторию. Каждый шар ты можешь ударить, всяко разно. Но не факт, что ты забьешь. Вот и все. А вот если будет правильная траектория, то он туда зайдет. Да, есть еще понимание в русском бильярде, это дурак. Вот, все смеются над этим шаром, думают, ага, дурак залетел. Что такое дурак? Это когда удар, допустим, выполняешь, ты не забиваешь в одну лузу, но он отскакивает и летит вообще в какую-нибудь другую лузу. Вот, то есть это называется правильный удар, это не дурак. Просто ты выбрал правильную траекторию, правильный удар. Поэтому над этим нету смысла смеяться. Просто надо вот эти траектории запоминать, но это сложно. И тогда ты можешь просто играть, ты можешь просто вот брать вот так вот. Пум. Если, ну, вот эти траектории знаешь, ну, будешь уже попадать всегда в шар, даже просто на отвали. Кто-то на удачу так играет, просто на дурака.
Вот, также какие моменты, когда ты играешь, надо думать не только об ударе, но еще и об сопернике. То есть ты можешь ударить так, ты можешь ему подкатить. Вот. Надо стараться играть так, чтобы твой шар отыграл только, который ты хочешь отыграть, а не все подряд задел, поразбивал, что у тебя все там. Конечно, когда шар станет возле лузы, его проще будет забить, да? Вот этим ты можешь как бы помочь своему сопернику. Это сложные шары, но возможные. Называется дальние всякие чужаки. Тут надо помимо как траектории, надо еще свой шар правильно ударить. И ударить по тому шару правильно. Поэтому чужаки, они не всегда легкие, как кажется. Вот этот шар уже легче будет направить, когда между ними расстояние хотя бы такое. То есть здесь уже ты можешь регулировать траекторию уже, ну, полегче. Хоть даже и до лузы расстояние больше, уже проще. В основном сложность, когда у них между шаром дистанция большая. Надо же в точку ему как-то попасть. Вот опять, вроде думаю, что ударил чуть левее, а он тебя бьет в лоб. Опять же, это вот... Как твой глаз работает? У меня бывает тоже, вот я вроде смотрю туда, а бью вообще не туда. Вот он, видите, дурачок шел у него. Но не зашел, застрял. Вот. Такие шары вообще, если играть, как мы вот играли, у нас правило было, бьются через один. Вот. Сейчас мы посмотрим. Да, вот у него выступ шара идет в лузу, вообще он добивается мною. Это его же шар считается, не дошел. Мною добивается он через один, но здесь в этой игре таких правил нету. Поэтому пофиг. Здесь условия игры другие, вот именно в этой игре. Потому что он такие шары ком бьет как, хоть как вообще. Вот. Как такой шар можно сыграть, если он прямо смотрит? Вот опять же толчок. Вот. Ну, я сильно сыграл. Можно сделать аккуратно, и они два зайдут. Здесь вот свояк можно сыграть. Можно подкрутить немного. То есть я вот беру против лузы, маленько вверх. Не сильно вот так вот задираю. И теперь надо правильно задеть вот этот шар. Вот видите. Значит, еще надо было его задеть. Тут надо понять принцип этого свояка. Где-то надо прям в шар ударить, а где-то в край шара. Вот. Бывает как бы то, что ты думаешь, что ой, да там, чтобы в лузу зайти, надо в край. Нет, на самом деле надо просто в шар попасть, оттолкнуть его, и пойдет этот шар. То есть такая вот тема. Вот главное не путаться в этом. Вот когда не будешь в этом путаться, тогда легче играть будет. Да, свояк бывает запутанно. Это надо запомнить, где какой надо удар делать именно в край, в центр шара, либо просто от него толкнуться назад. То есть вот эти моменты, это все надо тоже понимать. Вот чуть-чуть. Вроде смотришь в лоб, да, допустим. Не хочешь, тебе не надо в лоб его бить, да? Тебе надо маленько его сместить. Начинаешь чуть смещать, удар вот такой получается. Тоже, ну, тут и в игре почему-то вот так оно происходит. Не всегда эту точку нащупаешь. В реальной жизни проще намного с этим. Ты своими руками можешь корректировать каждый миллиметр, а здесь нет. Вот можно свояка сыграть? Ой, чужака. Можно вот свояка? Ну-ка, дай мне.
Вот этот. Вот. Ну, тут вот смотрите, опять же. Шар возле борта. Это самый неудобный шар. Почему? Потому что ты уже его сильно вниз не ударишь, допустим. Вправо ты его тоже крутить неудобно, вниз будет. Поэтому только вариант бить его вот сюда, наверное. Но мне-то его надо еще чуть-чуть вернуть назад. Поэтому я уже не смогу нормально ударить. Будет что попало. Если шар прямо вот так вот бить, то он может у вас взлететь. Здесь они, кстати, летают тоже. Это будет фол. Фол — это минус шар, короче, у тебя. Вот, ну, не обязательно этим шаром. Можно сыграть вот этим с ВК тоже. Почему бы и нет? Траектория правильная, удар нет. Бывает, заходит, она его отпружинивает. Луза. Вот, еще как бы на секунду. Так, это типа стол, он, видите, новый в этой игре, поэтому здесь еще физика такая. Вот эти углы, они не разбиты. Если в реальной жизни играть на новом бильярде, это пипец. Очень сложно попасть будет. Ну как, ты в лузу попадешь, но она его будет постоянно выбрасывать. То есть, а потрепанные столы, они, вот эти углы у них разбиваются со временем, как бы, и шар туда лучше заходит. Это факт. Поэтому новый стол — это не значит хорошо. Точнее, это не есть хорошо. Вот шар тоже. Можно его подрезать, и он пойдет туда. Вот, но тут надо правильно его ударить. То есть, помимо как наметить эту точку, надо еще и удар. Какие еще моменты есть? Можно так вот примерно глазами смотреть траекторию шара, по которому будешь бить. Примерно так наметил эту точку на шаре, да? И вот в эту точку надо этим шаром ударить. Именно краем шара. Вот и все. Ну, это опять же у кого как глаз работает. Кто-то может эти точки не запоминать. У нас зрение же у всех разное, правильно? Кто-то может не воспринимать. Вот так же центр примерно смотришь. Куда его надо подрезать? Опять же, подрезать краем. Если я вот сейчас бью шаром, у меня этот будет справа, значит я должен вот этим своим битком правой стороной задеть эту точку. И тогда он пойдет по траектории. Ну, здесь, если бить его прямо, то он идет в борт. Мне надо его чуть-чуть подрезать, чтобы он ушел маленько вперед. Увы. Не попал я в эту точку. Насчет шариков. 6-0 это все фигня. В бильярде нет вот этого понимания. Там, ой, если 7, все сейчас выиграет. Здесь обычно говорят, 7 шаров не партия. Здесь можно раскатать за одну серию. Просто сыграть и выиграть. Вот и все. Все зависит от того, как шарик ляжет. Как там выражение, как карта ляжет, да? Тут как шарик. Ну, вот этот уже шар будет посложнее играть. Его надо подрезать, чтобы его в лузу туда загнать. В центр лузы никогда не надо целиться, он туда не пойдет. Надо целиться, если, допустим, это угловая луза, целимся чуть-чуть в левый край, чтобы он чуть-чуть, типа, как пошел, как будто в угол, ну а сам он, хоп, и идет в лузу. Как-то так.
Траекторию надо так размечать. Ну и с такого угла. Опять же, все зависит от угла. Вот здесь, допустим, если смотреть на вот этот шар, который я хочу сейчас ударить, у него, и сейчас я посмотрю, и отображается ли на стриме у нас. Не, на стриме ни хрена не отображается. Там от лампы маленько засвет идет, то есть по нему можно ориентир поймать. Вот, от этого засвета беру маленько, чуть-чуть миллиметр правее. Не попал. Если обратили внимание, удар делаю вот сейчас в игре даже не вот так вот, как я говорил, мячики крутить здесь шарики, а делаю вот так вот, маленько в растяжку. То есть если не крутить, то такое не надо сильно бить. Сила, она бывает иногда, наоборот, отталкивает от лузы. Ну вот, допустим, траектория, он идет, по сути, туда уже, в лузу, да? Только надо правильно его туда направить. Между шарами есть... Кстати, да, если играть с ребятами в реальном бильярде, тебе скажут, допустим, если два шара рядом, такие бить нельзя. Ну, типа это как яйца там, и все такое считается. На данный момент здесь есть расстояние даже шара. Вообще, даже если пол шара уже можно бить. Здесь есть шар, то есть такие могу играть. По ним, да, по ним ты можешь играть. Даже если они рядом будут стоять. Но когда они рядом, по ими нельзя... Их нельзя использовать. Все, партия. Разметил просто глазами примерно траекторию и все. Да, тут вот тоже зависит все в начале как бы от силы удара и от траектории. То есть можно партию разыграть сразу за серию. Если сейчас вот, допустим, красный биток забить, что он задевает этот треугольник, уходит куда-нибудь вправо либо влево, это называется свояк. Все, дальше ходы твои. И все, пошел. Либо может даже так получиться, я вот сейчас разбиваю. Какой-нибудь шар из них закатывается в лузу, опять мой ход. Вот. А бывает наоборот, ты разбиваешь, хорошо разбил, твой ход прекратился, в итоге игрок другой начинает просто раздавать, и все, и ты проиграл. Вот примерно игра, вот в начале игры я здесь рассказывал про сложность, вот с теми мастерами, грэндмастерами, такая игра идет, они берут, просто разбивают сразу, свояка забивают и тебя раскатывают просто за один ход, вот и все, вся игра. Ты просто сидишь и наблюдаешь. Прикольно. Здесь тоже можно использовать разные всякие фишки, можешь ударить в лоб. Кстати, если делать вот такой удар, он сильный получается, разбивка будет сильная. Также можно крутануть его против лузы. Вот. Но если переборщить, он соскользнет кий. То есть здесь-то, видите, в игре можно и так ударить. Что это за удар? Он сейчас... И все, у тебя мячик на этот шарик на месте останется. То есть игра, она, вот я говорю, симулятор. Почему? Потому что здесь даже точка удара, ты выбираешь ее сам. Вот. Ну, для свояка достаточно вот. Не надо крутить, вертеть здесь ничего. Все, вот я разбил. Подставил ему шарик на правую лузу. По идее. Ну, я не знаю, что он делает. Так как это компьютер, у него своя программа здесь. И он не стал этот шарик добивать. Я смазал. Бывает и так. Я не стал его чуть-чуть... Ну, я думаю, сейчас маленько отклоню, он зайдет. Нет, в итоге надо сильнее было отклонять. Бывает наоборот, дальний шар хорошо идет, ближний не идет. Такое тоже бывает. Короче, игра по настроению тоже. Вот как ты сегодня выспался, мысли твои вообще, можешь ли ты сконцентрироваться на игре.
Тут вот это не прокатит, умение не пропьешь, там все такое. Все зависит от твоего состояния. Здесь надо постоянно концентрироваться. Люди, которые играют очень часто в бильярд, понятное дело, они уже стандартно играем, уже надоедают, они уже все шары знают, как правильно бить, знают, когда это, то они начинают работать стратегически. То есть они даже есть, даже можно здесь играть, кстати, тип игры есть, так же как в американку, одним битком забивать. Можно чисто на свояках, тип игры есть, всякие разные. Тут пирамида есть, русская, все такое. Вот сейчас я выбираю более прямую траекторию, то есть не такую, да, если у меня есть выбор, я лучше выберу такую траекторию, допустим, чтобы мне легче было. Вот, и здесь уже примерно смотрю центр шара и смотрю, сколько мне примерно надо вернуть. Все, маленько довернул, значит, удар был правильный. Вот этот шар подрезается, его надо тоже правильно ударить. То есть надо примерно разметить точку, куда его надо подрезать. И ударить. Вот он выкатился, свояк. Здесь можно сильно об него ударить, оттолкнуть свой шар, и он тоже зайдет, но не факт. Так как луза у нас опять же здесь же новая. Поэтому надо сделать так, чтобы не сильно ударить, но зайти. Чуть-чуть подкрутить его. Ах ты. Ну, можно было еще посильнее. Так вот и работаем. Ну, как бы в игре пытаемся найти золотую середину. Потом со временем уже как бы начинаешь привыкать. Видите, сильный удар это не есть хорошо. Он хоп и отпрыгнул оттуда. Да, бывают моменты, вот он идет в лузу, бац, и не хватило силы, наоборот, удара. То есть он там застревает, вот как было недавно у соперника. Я его просто взял и добил. Ну, видите, силы не хватило. Сейчас бы сильно ударил, он бы зашел туда. Поэтому я говорю, тут моментов много. А в лузу шел, нормально шел, ну. Он свояк тоже. Оп. Что неправильно? Правильно, удар опять. В этой игре с ударом сложно, сразу говорю. Здесь контроль удара сложно. Не знаешь, как лучше. Именно вот в этой, именно в игре. Не в русском бильярде, а именно вот в этой игре. Удар вот здесь не всегда получается такой, какой ты хочешь. Вот, я сейчас хочу сыграть. Маленько его подударить. Так, его туда запендюрить. И этот шар подкатить на лузу тоже. Но бывает это все боком мне тоже идет. Он сейчас может его не забить и рядом с ним встать. Тоже. Потому что центр здесь вообще какой-то бывает тяжелый. Хотя в реальной жизни центр это самая легкая луза вообще. Примерно как-то так. И теперь вот надо сыграть, разыграть тот как-то. Ну, так-то он вроде под свояка стоит.
Но его вот надо как-то сейчас оттолкнуть и тонко-тонко сыграть. Видите, он в центр вообще здесь сложно очень сыграть. Здесь в угол даже лучше играется, наверное. Вот именно в этой виртуальной игре, блин. Хотя он, в реальной жизни он бы туда бы залетел вообще легко. То есть центральные шары не очень легко залетают. Поэтому играя вот в эту бильярду, ну здесь сложнее даже, чем в реальной жизни. Это я точно скажу. Так, вот здесь сейчас надо сыграть, его закрутить. Чуть-чуть оттолкнуть и закрутить, получается. Мне надо подвинуть этот шар, косовика хочу сыграть. И чтобы он пошел туда. Опять слабо ударил. Сильно надо было бить. Вот у меня пока здесь именно силой удара. Вот так вот. Не всегда могу силу удара здесь угадать. Я пробовал сенс убирать в ноле. Ну как, не в ноле, где-то там вообще минималку оставлять. Пробовал наоборот сильно его сделать. Не знаю. Непонятно, как здесь это работает. Наверное, так. В этот раз я попробовал ударить посильнее. Ну, вот когда остается уже меньше шаров, когда они у борта, тут уже начинаешь думать, то куда ударить. А когда вообще их меньше остается, еще приходится думать о сопернике, чтобы ему не подкатить. Тоже очень интересно. Можно сыграть свои КАО, допустим, вот отсюда. Тонко сильно. Ну, я это называю даже отыгрыш, наверное. Бывает, надо просто отыграть, чтобы фол не залезть. Делаешь вид, как будто может залетит. И бывает такое. Вот чужак стоит хороший. Блин, взял его, сбил. Они прямо стояли. О. Вот этот шар. Казалось бы. Сейчас, если естественно его ударить, он не зайдет. Только сильно. И сильно тоже не зашел. Потому что луза такая дубовая. Вообще такие шары бьются силой. Ну, просто его отталкиваешь, и он заходит туда со свистом, блин. Все, компьютер заиграл. Сейчас у него тоже игра попрет. Недолго он тебе дает здесь кайфануть. Типа он разыгрывался, наверное. Сложный шар. Почему? Потому что между ними дистанция большая, и тебе вот эту точку, то есть помимо как в лузу его направить, тебе надо эту точку еще с такого расстояния увидеть. Центр. Вот тебе вроде кажется, он сейчас как будто ровно, на самом деле он так или так. Вот. Но здесь вот прям надо в середину его ударить. Вот. И опять же, все зависит от силы удара. Если ты его сильно ударишь, он опять уйдет вот так вот. То есть траектория, она разойдется.
Вот видите, проблема еще сенс. То есть надо, ты можешь даже эту точку видишь, но бывает ты рукой не можешь ее навестись. Вот так вот. Поэтому самый лучший вариант, когда они, конечно, рядом стоят, даже если тебе бить в дальнюю лузу, тебе проще его будет направить. Потому что ты будешь знать, куда, ну, ты видишь эту точку лучше. Она чувствуешь рукой. Со временем привыкаешь, и даже вот не надо вот так вот точки смотреть, ты уже примерно видишь сам эту траекторию, куда примерно надо его ударить, этот шар, чтобы он пошел вот с такой траекторией влево. Ну, это со временем. Ну, вроде бы все рассказал, больше ничего пока сказать. В общем, все остальное уже от тебя, от игрока зависит. Значит, да, еще важный момент. Почему свояки в плюсе иногда? Они дают еще ходы. Вот видите, он сейчас взял и выкатился. Сейчас можешь сыграть даже вот отсюда свояка, по идее. Вот, но не всегда это есть хорошо. Ты также, если свояк у тебя не зайдет, ты можешь подкатить. Вот этот же шарик сейчас, если бы у меня мой бы тот не зашел, он подкатился бы сопернику. Как бы тут двоякая ситуация. Ах ты гад, не хочет, смотри-ка. Не зашел, хотя хороший шар мог бы зайти. Это угол не тот. Вот свояка, ну он отыграл. Компьютер здесь такие свояки вообще разбирает. Он очень тонко играет. У него траектории здесь размечены, запрограммированы. Каждый миллиметр. Да, плюс у него здесь игра есть особенная. Он может через третий шар забить, через четвертый. Может вообще через борт вот так играть. Ну, так. Не всегда приятно за этим наблюдать. Когда ты выбираешь вроде любителя, да, он грандмастером становится. Даже у компьютера не всегда получается прямой шар забить. Это говорит о том, лузы здесь не всем даются. Вот видите, правильно подкрутил, шар зашел и ушел туда следующий. Сейчас можно его сыграть. Это называется стратегия. Ну, опять же, я пока не занимаюсь никакой стратегией, потому что мне надо привыкнуть к удару здесь в игре. Стратегия, она у тебя появляется тогда, когда ты уже знаешь свой удар. Ты уже... В основном это в реальной жизни можно вообще стратегически играть, ходы делать. Ударил один, откатился к другому, забил тот, откатился туда, подкрутил. И ты просто одним шариком можешь отыграть, как в бильярде в том же восьмерка. Там же идет стратегическая игра. Поэтому просто был правильный удар и все. Это не стратегия. Можно прямой сыграть. Я свояка сыграю.
Сильно тонко. Можно было чуть-чуть правее взять, и он бы пошел. Вот. Вот эти траектории постепенно уже, когда часто играешь, наигрываешь, уже будешь в будущем понимать, какой шар. Этот шар даже бить не буду. Он туда не зайдет. Не потому, что он туда в реале не входит, потому что он здесь почему-то туда не зайдет. Траектория была правильная, удар нет. Удары либо сильно слабые, либо наоборот сильный. Так, для образца сейчас покажу, чтобы понимали, как в игре это работает. Есть такая вот штука здесь. Допустим, ты можешь даже посмотреть, как здесь работает сила удара. Вот видите, он может не попасть сюда вообще в лузу, хоть он тебе показывает. Вот видите, какие я назад отвожу. Примерно вот с такой силой удара. Видите, как надо миллиметр этот угадать. Вот. То есть вот с такой силой удара он туда зайдет, тот шар. Если чуть-чуть я ударю вот так вот, допустим, да? Че он мозги мне парит? То он уже, видите, не идет туда. Ну, плюс еще направление. Вот. То есть его надо ударить примерно с такой силой. Если чуть сильнее, видите, опять не факт, что он туда зайдет. Короче, вы вот так вот. Только ты уже сам, без вот этой резки, угадываешь этот удар. Вот, в игре здесь, именно в этой игре работает это так все. И то это я показал чужака, свояка, точнее, на свояке, так там вообще миллиметры надо отыграть, чтобы забить. 6-6 у нас с ним счет. Одна партия в мою пока пользу. Бывает вообще шары не зайдут. Вот просто не зайдут. Вы можете катать эту партию, не знаю, час-два. Бывает два шара остаются у вас 7-7. Вот и начинают вот эти шарики. Один у борта, другой у борта. Пока кто кому не подкатит, короче. Бывает такое. Не, есть, конечно, можно... Подожди, а у него что, фол, что ли? Не дать, фол отыграл. 6-5 сейчас счет. Было же 6-6. Да. Штанники можно здесь сделать тоже. Но это опять же правильная траектория. Можно ударить шары так, и они два в лузу зайдут. Надо представь, какая ювелирная работа. Это все надо траектории изучать. Запоминать. Так что бильярд это искусство. И тот же это спорт, искусство и стратегия. Кто-то думает, что это просто палкой по шарикам побить. Ни хрена. Американский бильярд тоже непростой. То, что там лузы большие, это не
не говорит о том, что это легко там играть. Там вот именно надо играть стратегически. То есть здесь хотя бы шар, он широкий, и ты можешь туда ударить. А там попробуй вот эту фигню маленькую и вот таким кием разметить точки эти. А там тоже надо крученым играть. И там игры идут... надо очень часто пользоваться, чтобы твой шар откатывался назад. Твой биток, чтобы ты мог, допустим, сыграть с другим шаром. А так он у тебя куда-то закатится, и все, и ты ничего не ударишь. Либо будешь шар соперника бить. Так что там тоже своя игра, там нелегко. Там суть не в лузах, там суть в стратегии. То есть там надо уметь играть стратегически. Поэтому в каждом бильярде есть свои особенности. Нету легких, там, сложных. Все они по-своему хороши. Пожалуйста, два веселых шарика. Так, ладно, попробую центр отыграть. Еще можно было маленько его толкнуть. То есть вот эта точка, которую я размечаю, ну понятно, крутануть это, но вверх вот куда? Сильно выше, не... Вот. Тут это я размечаю именно толчок шара, чтобы мой вот этот шар пошел по траектории к лузе. Вот, все зависит от на каком уровне он стоит. Свайки еще надо тренировать. Да с радостью бы, если бы не соперничать. Если бы вот этих не было бы здесь, я бы просто бы взял бы один стол бы без соперника и сидел бы, просто играл бы. Как вот в реальной жизни. Просто берешь один, приходишь, шары расставляешь и начинаешь. Даже вот как она тренировка идет. Просто вот этот шарик, допустим, и по лузам тык, тык, проверяешь свой удар, меткость, набиваешь как бы. А потом уже начинаешь по шарам бить всякий раз. А это компьютер, он здесь не дает тебе размяться нормально. Чуть-чуть дашь слабину, он тебя раскатывает и все. Вот тоже, да, допустим, чужаки здесь. Если бить по вот этой траектории, которую сейчас вот хочу я ударить тот шар, то не факт, что он туда зайдет. Здесь он уже приближен туда вот. Сложнее он туда. А вот этот уже, он хорошо выставлен туда вот. Его надо, оптимальный вариант, гнать вот этот. Но его надо правильно подрезать. Так-то он в лузу смотрит неплохо.
От компа вообще что угодно ожидаем. Он сейчас такой забьет. Да. Ему вообще пофиг, как и бить. То, что он там где-то что-то не забивает, это все фигня, я говорю. Это так, временная ерунда, которая обман зрения твоего. Просто дай ему пару ходов еще, и все, он тебя разнесет потом. Эти еще те фокусники здесь. Да и любителя здесь, по новичка здесь ставишь, он тоже хорошо играет. Поначалу дурака косит, а потом тух-тух-тух-тух просто разлетается все. Чтобы не заработать фол, надо шар, чтобы ударил по шару. Зайдет сейчас. Шар, чтобы ударил по шару и задел какой-то либо из них борт. Либо твой, которым ты бил, либо тот, по которому ты ударил. Если борта нету, это будет фол. Если шар просто не задел ни шара, ни борта, это тоже будет фол. Что такое фол? Фол это не там, где ты ставишь же, как вот в американке, захотел шарик туда. Фол это ты выставляешь свой шар на центры. Туда, туда, туда. Здесь 3 центра получается вроде как. Я вот не помню, к борту кто-то, ну, у нас и к борту кто-то ставил. Хотя, по идее, на центральные выставляют шар. То есть это не значит, что теперь, если ты заработал фол, то ты даешь шарик сопернику, и он ставит куда хочет, как в американском бильярде. Нет, здесь так и не работает. Здесь ты просто ставишь свой шар. Вот и все. Либо, если у тебя шаров нету, идешь в минус. Потом забиваешь этот шар, и он закрывает этот минус. Все. Вот тоже, вот, что был за удар, непонятно, да, вообще. Какой смысл этого удара был? Отыгрыш. Ну, будем считать, ладно, его отыгрышем. Ну, при его при его талантах, как он бывает шарики забивает, как-то плохой фокус. Ну, по идее, этот шар бить нельзя по правилам. Но здесь можно в этой игре. Комп его бьет. Я смотрю, что бьет комп, то и я бью. Мне вообще пофиг. Ему же это можно бить. Вообще-то. Так, что-то я расслабился. Надо это начинать играть уже, наверное. А то у меня часа будет. Пойду я отлучусь пока это. Так, давайте музыку врубим уже. Все, я все, что нужно, рассказал. Вообще игра идет под музыку, на расслабончике. Ну, если ты любитель. Игра это идет в основном для отдыха, не для напрягов. То есть надо стремиться, так сказать, к результату, но при этом не напрягаясь это делать. Не надо никакие соревнования устраивать. А есть для этого он турнир. Если хочешь профессиональным бильярдистом быть, иди он. Но опять же, это не всем дано. Ну, могу ударить, попробовать свояка, по идее, но что я от этого получу? Если я не попаду, я вот этим шаром разнесу здесь минимум 4 шара, и они полетят
кто куда. Могу подкатить. Это все. Поэтому надо бить что-то либо наверняка, либо не делать так, чтобы не подкатить сопернику. Тем более наш компьютер, он забивает вообще многое. На то он и компьютер, да? Бах. Ну, так хотя бы вот 3 шарика задел. Все, позадевал. Свояк на углу вижу. Ну вот он еще забил. Нет, не забил. Иногда я предугадываю его удар. Иногда сходится у него. А иногда он такую ерунду бьет, что в реальной жизни бы такой шарик бы не били. То ли он пытается его скрипт показать, что вот смотри, я программа, я умнее тебя. Ну, мне иногда так кажется, что его так запрограммировали. Фокусник. Ну вот, я говорю, фокус-покус, смотри. Что это за удар, да? А, в лузу идет. Эти фокусы, они, вот я говорю, он по траекториям бьет, и все. Это вот его фокус такой. Вот этот шар не факт, что ты его забьешь. Его надо подрезать правильно. Он уперся, он. Вот если был бы здесь шарик, то траектория бы позволяла просто его добить туда. Вот. Я вот хочу, допустим, следующий шар ударить вот этот. Опять же, вот стратегия. Что такое стратегия вот сейчас здесь? Я могу сейчас вот этим шаром добить этот шар, да? Вот. Но я хочу сыграть потом вот этим шаром в этот шар. Значит, я ищу шар, который я могу добить тот. Все, и сейчас пробую сыграть на центр. Правильный ход называется. Теперь пробую сыграть в угол. Все, вот он у меня подкатился. Сейчас пробую сыграть в эту лузу. Здесь зависит от правильности удара. Этот шар сложный, он не такой уж простой. У меня мышка так охренеет скоро от этого бильярда. Тот же самый. Ну, пожалуйста, серия ударов. Если правильно разыграешь, можешь все шары забить. И компьютер просто, у него скрипт взорвется. У него в скриптах-то не записано, что его игрок так может уделать. Да, он начинает тупить, он начинает херню творить, он сразу превращается в новичка. Забавно этот комп. А если ты ему даешь наоборот возможность тебя выигрывать, он тебя раскатывает как нубака просто, и все. Че? О, как шары катаем. Да нормально. Играем.
А, ты типа удивился? О, как шары катаем? Да, бильярд, ну, играет теперь виртуальный. До реального не добегаю. Раньше как-то часто ходили. Блин, ну этот шар это пипец гемор. Вообще я не вижу даже его точку. А тут еще как в жизни, это от борта бьешь, он вообще смазывает. Ты его даже точку наметил, а удар все равно неправильно идет. Потому что ты шар-то не в центр бьешь, свой шар. Куда-то его в затылок. Это не всегда точный удар. Проще тогда кий вообще вверх поднять и сделать накат. Тогда он точнее будет. Вот, допустим, вот этот шар это пипец, это гемор. По сути, ты как накатом его. Ну, не знаю, я такие не бью, мне вот нафиг они не нужны. Ну, если у меня есть выбор, конечно. Ну чё, попробуем свояка. Вот. Луза стоит почти на уровне шара, но чуть дальше. То есть уже вот так не надо его убить. Примерно чуть-чуть продвигаем вперед. Ну и делаем закрут, блин. Ну это пипец. Не так просто будет. Я боюсь, что кий соскользнет. Были уже такие удары, как бы он смазывается, и потом фол зарабатываешь. Вот это неприятно. Вон, видите, он просто их так хлоп, и все, они у него идут. Не то, что ты сидишь тут тужишься, да? Сейчас смотри, фокус. Опа, опа. Блин, не удался немного. Сейчас бы посмотрели бы иллюзию. Не знаю, я не воспринимаю уже его эти фокусы. Потому что это программа. Чё от программы ждать? Просто играем и все. Выиграет и выиграет. Проиграет, проиграет. Поэтому не надо его воспринимать всерьез компа. Это по идее как играть с разработчиком игры. Ну, а разработчик знает свою игру. Ну, все свои фишки. Сейчас была бы американка, он хорошо бы забил. Видите, русский все равно он не дает ему иногда. Он ему планы портит, короче. Я понял. Так, вот этот шар. Его ты его можешь не забить, кстати. Вот по вот этой траектории. Он сейчас упрется в угол. Тут прям миллиметр надо. Не так все просто. Это тоже может не зайти. Попробую накатом сыграть. Надо целиться между лузой и шаром и при этом сделать так, как-то его оттолкнуть. Сильно, да? Ну хотя нет, нормально, просто траектория все равно. Ну, больше вариантов я не вижу. Только такой вариант попробовать. Не так. Было у меня как-то тоже стрим один, мы играли с вами. То ли я как-то их вспомнил, как я их раньше играл. Короче, как у меня поперли эти свояки, я сам в шоке был. Было время, я как-то их все помнил, а потом со временем их забыл. Я вообще любитель бить чужие шарики, не знаю, мне всегда нравилось. Либо как-то подрезать их, либо что-то. Я вообще раньше свояки особо не играл ими. Потом я их начал осваивать, потому что когда играл с игроками, я понял, что на свояках можно выкатить неплохие дальнейшие ходы. Если играть чисто на чужаках, далеко не уедешь. Все-таки русский бильярд славится именно свояками.
Хорошо. Ну я не буду его бить, я буду бить такой. Ну и ладно, мне оставил зато. Я его попробую. Так-то я не против такой ударить. Хоп, и засомневался, да? Если засомневался, надо примерно посмотреть. И ни хрена. Ух ты. Блин, крученые тоже не всегда они полезные. Бывает, закрутишь так, что он у тебя пособирает все подряд, блин, через весь стол. Это, конечно, тоже подстава. Глаза надо, чтобы здесь отдыхали иногда. Бывает, тут ты играешь, если сильно стараешься, концентрируешься, глаза устают. Вот отдых нужен между партиями, стопудово. В игре тем более, потому что здесь же все-таки графика. Чуть-чуть его сместил туда. Сейчас вот сюда ударю, он в угол идет у меня в левый. Ну. Опять, что за удар был? Неправильный удар и все. Что попало, и он кием бьет фигню. Вообще в лоб. Я его чуть-чуть на миллиметр смещал, все равно его в лоб ударяет, короче. Надо еще сильнее. Вот этот миллиметр надо ловить постоянно. Хорошо, что комп мажет. Он уже давно на меня выиграл, наверное, со своими миллиметрами. Блин, вот этот подрезать, конечно. Не, ну подрезал я его, кстати, правильно, но он туда не зашел. Луза его выплюнула. Ладно, давай свояки будем играть. Без свояков здесь не выиграешь. Надо их осваивать. А, все, партия? Я просто увлекся. Вот, пожалуйста. А то вроде сидишь, вообще ничего забить не можешь. Потом просто один отличный ход. Птых, птых.
Это бильярд. Просто кто-то думает, сидит, а как он вообще играет? Он не добивает, не забивает ничего. Ну вот оно бывает такое, ты играешь, вообще забить ничего не можешь. А потом просто пах-пах-пах. Бывает и такое, как бы. Так, мне нужен перерыв. Сейчас я подойду. Так, я на месте. Чё, я разбиваю, да? Тоже вот интересно, да? Я выиграл, я разбиваю. Это вот русский бильярд. Если ты в американку выиграешь, разбивает проигравший, по идее. Давайте сыграем сейчас до третью партию, неважно кто выиграет, либо мы сравняем, либо я его. И пойдем попробуем на другом полотне поиграть, посмотрим, как там будет взгляд воспринимать все это. Очень зависит много от полотна тоже, кстати, потому что кому-то синий цвет противен, зеленый приятней. У меня, допустим, раньше красный цвет стола, не знаю, у меня глаза от него устают, я долго не могу на нем играть. А вот если зеленый и синий взять, то мне наоборот синий больше нравится сейчас. Я больше на синем люблю играть. Он такой более успокаивающий для игры. Ну, это же я опять. Может, у кого-то по-другому. Но самый распространенный, это вот говорю, зеленый, синий, красный, все. Остальные я не знаю. Ну, может, сейчас уже со временем у нас же любят экзотику. Какой-нибудь цвет радуги добавили. Только, наверное, в Европе. Стол с цветом радуги. Не знаю. Ну, хотя бильярд-то это иностранный. Поэтому я уже думаю, если там что-то добавили, они бы сюда его добавили, да? Сначала начинаем. Ну, мы же все-таки как бы у нас в основном канал-то о виртуальных войнушках. Вот. Мне нравится стрелять. То есть и в играх, и в бильярде. Иногда я люблю пострелять. Вот. Я просто представляю, как будто это у меня автомат, и мне надо вот попасть в мишень. Только эта мишень должна еще попасть в другую мишень. Тогда у меня начинает уже что-то дополучаться.
Ух ты, зараза, мишень крепкая была. Рикошет. Так, сейчас. Еще секунду. Не хотел смотреть, как у него шар залетает. Но он у него залетел. Мне пришлось на это смотреть. Что, еще подрезать? Оп. И не оп. Играем вот этими там. Чтобы не это... Не раскатать их все по лузам. Так-то есть что бить, но не такое уж оно все простое. Надо везде что-то где-то подрезать. А если бить прямые, они вообще у бортов здесь. Вот, давай это сыграем. Блин, ну я бы сыграл свояка, конечно, но тут фишка в том, то, что вот этот шар, он сейчас разобьет те все шары. Вот. А я об этом думаю. Можно попробовать вот такого сыграть. Но он эти шары задни. Ну, давай будем пробовать. Все равно же какого-то надо. А, нет, смотри. Оп. Аккуратно сыграл. Но зато там подкатил. Ну. Что за маневр сейчас был вот этот? Компа вообще непонятен. Просто взял, подкатил. Нет, ну чтобы закатить два шара, допустим, вот если они по траектории прямо в лузу смотрят и рядом с ней, не надо в растяжку бить. Надо бить щелчком. Точно, я вспомнил. Ну, примерно так это работает. Видите, как роль играет вот это, что я ударяю шар вверх? Что он закручивается и остается на месте, либо с ним же туда зайдет. Если сыграть несколько вот так вот ударов правильно, ты можешь с одной лузы поиметь всю партию. Ну, тут уже, видите, ведет отклонение. Тут сейчас просто придется добить шар, и все. И луза пробита. Все. К сожалению. Все, пошла жара. О, центр идет к сопернику. Давай. Не пошел. Оу, ты опять туда же мне подкидываешь, да? Блин, ну было бы здорово, еще бы было бы чем его убить. Так, ну давай вот этим аккуратно попробуем сыграть. Так-то можно его как-то... Давай чуть-чуть его крутанем вот сюда. О, правильно выставил. Блин, только бить его нечем.
Выставил-то правильно, бить ничего. Опа, смотри, какие красавцы. Ну, блин. Давай попробуем. И назад его откатим. Вот еще один момент, когда начинаешь ки смещать шара, у тебя сразу оп, и взгляд теряет центр шара. То есть получается, ты уже ориентируешься так вот, когда центр на ки на центре шара, и ты уже как в прицел смотришь. А сейчас ки смещаешь, и все, твой прицел теряется. То есть ты начинаешь уже по шару определять центр другого шара. Это тоже нюанс такой не из приятных, я скажу. Оп, видите, я его откатываю. Сильно ударил. Ну, блин, вот опять же, сильно бы не ударил, он бы не зашел. Ну, то есть это вот я показал, как шар откатить назад. А этот сейчас придется подрезать. Нечем его добивать. Прямым я имею в виду. Придется его подрезать. Вот он, центр вышел. Центр можно, конечно, сыграть с вояка, опять же, но так как он у борта, не факт. Можно вот этим сыграть с вояка. Вот, но здесь, если посмотреть, по стандарту ударить, просто по центру шара, он его заденет и уйдет в левую часть лузы, в угол. Удариться в него, поэтому его надо как-то чуть-чуть вот так вот, наверное, и ударить как-то между, получается, как-то надо шар вправо чуть-чуть оттолкнуть. Короче, между лузой и шаром надо нанести удар, не просто в шар ударить. Что-то типа этого, только еще надо было его подвинуть. Вот, а получился все равно стандартный удар. Вот это вот называется вот это стандартный удар, про который я изначально говорю. Здесь надо сильнее было бить. Да блин, иногда боишься силы, потому что здесь они вылетают. Я уже сколько раз у меня так было. Сильно ударишь, он за стол вылетит, прикинь, тебе фол. Поэтому тут не знаешь иногда, как лучше. Смазанный удар опять. Я не знаю, может я мышкой не довожу иногда. Вот этот звук, я его прям слышу. Щелк, щелк. Это смазанный удар. Либо удар есть прям бух, вот как вот у него сейчас. Либо вот такой щелк, щелк. Тоже вспоминаю ки. Если вот так вот мелом забываешь намазать, и он скользит у тебя. Либо это портится потом. Для этого мела есть, чтобы скольза не было. Он его как будто вот так вот ударил как-то, я не знаю. Даже удара не было, просто вот так вот как-то. Как попало. Что это за удар такой был? Так, что, давай попробуем центр закатить. Как я люблю эти центральные в этой игре. Хорошо играть с видом сверху, траектории видно. А так-то ни хрена.
Оп. Осталось только похлопать. Ресницами и взлететь. А можно вас выиграть? Сука, нет. Нельзя. Вот смотри, смазливый, да, удар получается у борта. Вот я тебе говорю, он здесь, он роль играет как в жизни. Поэтому это реализм. Дело не в том, что я как-то неправильно ударил. Он смазливый такой у бортов. Как ты не целься, один фиг он, блядь, мажет. И в жизни так же. Потому что у борта очень сложно бить шар. Блядь, сколько я прямых уже профукал сегодня. Это просто пипец. Бида, забивай. Нет, они не идут у меня опять под конец. Как говорил, это 7 шаров не партия. Вот у меня 7 шаров, остался один шар. Мы будем сейчас тут мозги чпокать очень долго. Пока вот он вот тут эти фокусы свои не покажет. Так, давайте расслабимся, включим музыку. И сделаем все-таки это партию. Надо как-то сделать. Так, попробуем своячка сыграть. Да. Конечно. Блин, толсто сыграл. Сейчас семерочкой забьет. Нет? В смысле, а что он чужого? А думал, он чужого. Он даже здесь тонкого свояка, смотри, пытается зафигачить. Интересно. Если мы попробуем. Да, ну, блин, нет, не буду я у борта играть, бесполезная тема. Здесь нету руки, не хватает. Вообще в жизни вот оно идет, вот ты руку уже ставишь ближе к шару и постоянно вот делаешь так. Прибиваешься, короче. Такая вот штука. Вот как вот сейчас я делаю, так вот оно в реальной жизни. То есть тебе же надо руку, так сказать, это сконцентрировать на ударе. Так он концентрация работает. Тут привычка, вот кто видел, я вот так делаю в игре. Это привычка с реального бильярда. Партия. Так ведь и работает. Концентрация вот именно идет на шаре, когда вот так делаешь. Так, все, пока. Пойдем играть готику. Сыграем. А, почему в подвале? Ну, давайте посмотрим. Патио. Мультяшка. Смотрите, как это выглядит. Вот видите, вот в это играть надо. Нет, я не хочу в это играть. Это у вас это вот так вот он выглядит. У меня там вот так выглядит. Вот. Я не могу в это играть. Так, какие еще у нас есть выборы? А, село. А, село, значит, с чем мне не нравится. Опять же, уберу свою графику. Видите, какой засвет шаров идет? Они прям белые-белые. При таком засвете шаров ты не сможешь ориентироваться. Ну, точки там означать или что. Это все хрень. Поэтому выбираешь подвал в этой игре и не мучаешься. Самый лучший вариант. Здесь тоже как бы лампы эти светят, но не так сильно. Так, все, играем в готику. Деревянный кей. Готика — это цвет стола. Играем с любителем опять. Его ход. Все равно здесь тоже засвет идет. Не такой сильный.
Сейчас, скорее всего, полотно распространенное уже синее в клубах, потому что ну, многим оно нравится. Даже вот мне, вот я сколько играл на этом зеленом, я как сейчас вот синий начал использовать, мне прям нравится. Блин, задолбало вот это влево-вправо пляски вот эти, вообще не очень сложно нащупать. Я вижу эту точку, но я не могу поймать ее с сенсом, вот в чем проблема. Чисто из-за этого иногда удары теряю. Ну, опять. Вот я наметил место, куда его надо правильно ударить. Из-за того, что шар у борта, он его бьет вообще левее, либо правее. Тупой удар получается, пипец. Ну, а так траектория здесь классная была, он бы хорошо бы мог зайти. Это ты правильно сделал. Вот видите, можно так ударить. Кстати, можно, надо так ударить. Вот ты сейчас думаешь, блин, вроде если сейчас вот ударить, так он либо отлетит от него, либо вообще не забьет. Нет, шар туда стопудово уже свалится, он прям висит на волоске. Вот. Но если ты ударишь так, он его забьет, и он реально уйдет куда-нибудь в другое место. Поэтому хочется либо, чтобы они обменялись, чтобы этот встал на его место, либо чтобы он ушел вместе с ним. Делается чуть выше и щелчок. Оп. Теперь тоже самая ситуация, только здесь уже идет не прямой шар. Видите, он смазливый. Смотрим, чем лучше его ударить. Какое действие ты хочешь дальше? Либо ты хочешь его просто забить и идти дальше искать какие-либо шары, либо ты хочешь сыграть на эту же лузу, только уже как-то... Вот, и тут уже опять же удар бывает... Допустим, я хочу этот шарик, чтобы у меня ушел в борту, отпружинился и встал на исходную к этой лузе. Вот. Значит, я делаю опять накат, делаю от лузы, от борта, чтобы был удар. Назад его откатывать не надо. Чуть-чуть его в эту точку. Бля, перебор. Я говорю, силу надо еще тренировать. Как говорится, это силы много, ума не надо, да? Увы. А так можно было его чуть-чуть туда протолкнуть, этот бы отбился. Ну хотя нет, видите, маленько я его закрутил, все равно неправильно, он ушел вообще туда. Вот, а задача была вот сделать так, только чуть позже. Чего-то он за мной повторяет. Делай свои эти, не знаю, там, попробуй через низ забить в лузу. Или как мы там балдели с Игорьком. Ходи конем. Смех смехом, а я вот искал вообще себе шахматы. В итоге не нашел нормальный. Думаю, ладно, давай в бильярд играть. Совсем две разные игры. Давай на центр. Давай. Эх ты, зараза. Чуть-чуть. Это тоже интересный момент. Прям в макушку ему. Эх. Вот видите, я про этот удар вам и говорю, его можно забить, но здесь не всегда заходит. Ну, такое бывает. Так, ну тут вот тоже своя.
Чуть-чуть его сюда. Ах ты, нет. Было его еще толкнуть. Не, в жизни тоже они как бы не бывает четко прям под стандартный удар. Надо где-то иногда крутануть. Ну ты вот, допустим, только играть начинаешь, ты думаешь, что просто надо палкой ударить в центр. Нет. Здесь вот именно, чтобы играть, надо не просто палкой бить, а эту палку надо размещать правильно на шарике. Так. Можешь так даже ударить. Во. Просто палкой по шару звездануть. Потом тебе администратор так же сделает. Кстати, не обращали внимания, кто в бильярд играл, точки на полотне. Это знаете, что за удар? Это вот такой удар называется. Только здесь нельзя его туда наклонить. Я не знаю, зачем так бьют. Для чего? Ну, наверное, хотят это, чтобы они летали. Либо как в баскетболе трехочковый заходил в лузу. Только вот здесь луза, а у нас там кольцо же, или как правильно, баскетбольное это. Ну а что, вот так посмотришь, вроде похоже на кольцо. Тоже иногда они залетают вот так вот сверху. Поэтому не удивляйтесь, если вы играете в настоящий бильярд где-то в клубе, и там вот эти точки, блядь. Кто-то маленько не понимает возврат шара. То есть его не надо вот бить вот так вот, блин. Его можно просто сделать удар чуть-чуть. Ну там, видите, просто я говорю, у ребят соскальзывает кий. Либо они его плохо натерли мелом, и такой удар получается. Это смазанный удар. Ладно. Поехали. Также полотно порвать можно тоже палкой. Не, есть ки как палкой, реально. Возьми он просто палку и играй. Есть такие ки. Ну, вот этот ки, я помню, у меня в реале в клубах, он это бесплатно считался. Они обычно кривые такие. Вот его берешь, как проверить ки? Кривой он? Нет. Берешь по столу его, просто катаешь, и он вот так вот брум, как этот шагает. Это кривой называется. Если ки катится нормально, прям перекатывается, значит он ровный. Да, очень большую роль играет еще именно ки, его ровность. Потому что бывает, ты, допустим, делаешь удар четкий, но из-за того, что ки кривой, у тебя шар все равно уйдет куда-нибудь туда. Удар-то будет у тебя вот такой какой-нибудь вообще. То есть не ровно, а вот. Это тоже большую роль играет. В основном все прокатные, не прокатные, все бесплатные ки, они не просто бесплатные. Они либо кривые, либо это... Ну, они дешевые. Ну, нет у людей возможности брать. Есть прокатные ки. Помимо как за бильярдный стол ты еще платишь, добавляешь ценник за ки. Вот. Ну, некоторые люди экономят так. Они берут один ки и все. Вот один ударил, потом передает ки другому. В бильярд можно играть не именно вдвоем, можно в компании играть. Поделились там 3 на 3, все, и каждый передает ки. Все, это весело, интересно. Мы так играли, с девчонками тоже играешь. Девчонкам нравится бильярд. Если они втянутся, они хорошо играют. Казалось бы, шар такой, да, как девчонка его ударит. Нормально ударит, знаете, как, и только так еще лупит. Ну, вот так возьмет и ударит. Пока ты думаешь. Что ты тут не оставил?
Слушай, возьми на себе, мне другое что-нибудь. Вот сколько я бы так не стрелял, в реальной жизни вот этот шар, он вообще залетит туда, здесь нет. Ну, игра есть игра, все равно где-то маленько она это... Просто я вот хочу напомнить, что это иностранные разработчики игры. А у них русский бильярд, у них вот так вот... У них понимание маленько другое о нем. Они здесь как в американку иногда играют на нем. Все, началось. Сейчас смотри, он меня раскатает вообще. Махом. Обогнал меня уже. Недолго расслаблялись. Опа! Блин. Свояк. Блин, ну когда же ты зайдешь все равно, наверное. Во! Фол, вот про это я и говорил. Вот он, смазанный удар называется. Здесь он тоже имеется. Сильно переусердствовал его в макушку. Все, вот он соскользнул, кей. И такая штука здесь имеется. Блин. Вот он фол, у меня минуснули шарик. Теперь 6, это счет 6-4. Вот неприятный момент, конечно. Ну, а знаете почему неприятно? Потому что не я же этот кий контролирую. Почему он смазался, не знаю. Вроде не сильно я. Вот примерно так же делал. Вот дурачок-то все равно где-то хочет зайти, но вот почему-то луза его не принимает. Чужака, свояка сыграть. Вопрос. Давай попробуем свояка. Ах ты. Он шел хорошо. Ну, траектория нормальная. Я уже специально думаю, сильно туда прошибить его. Блять, слабо, то буду теперь на центр прям метелить. Раз они так нежно не хотят туда забегать. Будем прошибать тогда, да? Опять у борта. Чужак, траектория. Нет, не бьет его. У него там они неплохо два смотрелись. Слушай, ну тут попробовать подрезать можно его. А свояк бы был бы такой же, как и бывал. Через 10 раз один. Не, отсюда вот с этого угла. Тогда уж лучше так. Блин, ну ё-моё, ну что такое?
Нафиг, подставной шар такой. Нафиг. Ну, кстати, вот возле луза, возле этого стоит борта, он туда не идет, блин, зато подкатывает неплохо. Че, попробовать подрезать, опять же, правда, возле борта. Ну, попытка еще. Я не специально. Это все оно. Воспоминания о хорошем. Оп. Стой, 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 стой. Блин, он сейчас все равно в угловую зарядит своячка, наверное, да? Нафига, скажи, я чужака. Вот этот шар, кстати, который он бьет, это тупой шар вообще в игре, я вам так скажу. В реальном бильярде такой не бьют. А если бьют, уже от безысходности просто. А он их просто берет и забивает. Где-то вот у них там траектория есть. Не, ну в американке-то они, конечно, забиваются. Хорошо такие. Тут надо вот правильно вот этот свояк ударить. Почему? Потому что вот этот шар, он находится близко к борту. А, какой эффект будет, если его убрать неправильно? Он отпружинивает от борта и отталкивает этот шар. Вот и все. То есть здесь надо вот разметить так удар, траекторию и силу удара. И точку касания об этот шар. Чтобы вот он ушел в свояк. Почему маленько подкручиваю? Чтобы не отпружинить. Если его тупо бить стандартно, он его отпружинит. А так я его кручением обману немного. Во. 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 Значит, правильно сказал. Нет, ну, может, где-то ошибаюсь. Я же не прям такой эксперт. Я любитель. Все, что я рассказываю, я любитель. Обычный, как бы, не участвовал в соревнованиях. Просто с пацанами играл. С друзьями и все. Ну ладно, скажу честно, день рождения отмечал в клубах. Мне нравилось в бильярде отмечать свои днюхи. Я там лет 5, наверное, 6. 5-6 днюх отметил своих. Постоянно с пацанами собирались, играли. Как днюха, так собираемся. Ну что, прикольное место, спокойное. Ну, посидел, пообщался. Бывает, просто стол берешь, сидишь, лялякаешь, даже не играешь. Ну, давай, показывай мастер-класс. У нас с ним вровень. А тут у нас начинается вот это. Главное не подкатить сильно простой. Я примерно компа же тоже изучаю. Я уже знаю, какие шары он часто берет, какие нет.
Ну, бывает такую фигню творит вообще. Бывает, вот ты смотришь, вот он вроде такое не бьет, но он возьмет его и ударит, и забьет. Бывает и так. Я сразу вспоминаю тоже с Карифаном. Такую же ерунду катали час, наверное, где-то. Блин, это такой бред, честно. Да, попробуем. А, нет, от борта не буду. Через борт можно было его туда, в центр. Такие тоже забиваются. Надо правильную траекторию. Ладно. Фокус. Нет? Блин, ну что такое? Покажи нам фокус. Не, я не покажу фокус. Здесь пипец. В американке бы сейчас такой зашел, потому что там через вот эти шары борты как раз они любят лузы, такие шары. Просто берешь, бьешь вот так вот тупой этот, и он как бы идет, ударяется, типа как в ту лузу отскакивает, а вообще заходит в эту, ну там в это целая фишка. Вот это, кстати, я сейчас ударил без кручения. Видите, как он стандартно идет. Я сейчас, если бы крутанул, он бы сейчас пошел бы в сторону лузы. Вот свояк дальний. Ювелирный своячок. Так, что у нас тут? Но не имеет смысла, если ты на таком расстоянии находишься от шара, заниматься какими-то кручениями. Тут хотя бы просто попасть. Блин, ну это интересно. Стой. Партия. Блин, ну мы долго с ним катали вообще. Да, иногда с ним можно поиграть, когда он нормально играет. Вот так бы он играл бы, ну, честно, а не своими вот этими супер ударами. Сейчас я... Жарковато у меня, сижу, напитки пью, всякие квасы. Убрал это прозрачно, то подумают, что тут всякую алкогольчик попиваю. Блин, ну ты смотри, траектория-то хорошая была, но он не идет и все. Конечно, хочется вначале тоже забить свояка, чтобы потом попробовать за один такой разок. Ну нет. Я вот даже сейчас по шарам вижу, разбил-то и все равно плохо.
Как бы, даже если ты забьешь свояка, не факт, что ты начнешь дальше ходить. Тут зависит от твоего разбития. Поэтому свояка надо забивать вначале по ну, через треугольник так, чтобы твой все вот этот треугольник просто разлетелся в хламище, и твой шар еще зашел, и все. Тогда ты будешь кайфовать. Но это надо быть очень уверенным, ну, что этот шар зайдет как свояк. Знать эту траекторию хорошо. Просто, чтобы сильно мне не бить, добавляю чуть-чуть накатываю ему, и все, всегда так. Ну и маленько подкручиваю. Вот, опять же, почему подкручиваю? Чтобы он не отпружинился. Что-то типа этого. Ой, Игорек, привет. Ну, не всегда у меня, видите, тоже получается такое забить. Вообще считается это легкий свояк. Ну, для тех, кто свояками играет, это несложный свояк. Как вот он такие бьет? Че он нам там шепчет? Попади, попади. Че он, как он с ними делал? Меня такие не заходят. Хотя тут есть маленькая одна фишка. Он как-то их прям тихонько так. Хоп. Только еще потише. Они... Он туда идет, хоп, такой задумался, падает. Тынц. Вот это называется тоненький своячок. Вот видите, он как-то туда затыкивает, да? Эксперт. Не то, что я колхоз. Привет, брат. Ух ты, я смог его выбить отсюда. Я, блин, вот сейчас смотри, вот так вот ударю. И если этот не забью, то вот эти разобью. Поэтому давай сыграем что-нибудь другое. Давай сыграем, попробуем вот это сыграть. Вот так вроде смотришь, он его... Это не центр, он его чуть-чуть будет бить сейчас левее. Ну, это так кажется. А на самом деле он его ударит в лоб. Сейчас чуть его сместишь, он его вообще туда ударит куда-нибудь. Поэтому, чтобы здесь разметить уже траекторию нормально, надо еще вот так поплясать, и он найдет ее. Ну, это игра, потому что... Ну, как бы не он сам найдет, ты ее найдешь и нащупаешь. О, баскетбол. Еще и удар сильный получился, смотри. Блин. Как вот он такую штуку бьет? Я вообще не... Ну, их можно забивать, но это прям сильно тонко. Давай попробуем. Нет, здесь... Может, он и закручивает как-то? Нет, он у меня уйдет сейчас. Надо как-то так... Я думаю, он как-то их крутит. Вот кручен, он туда залетит такой. Мы видим компа, как он играет чисто с видом третьего лица, допустим. А у него-то, может, там игра не отображает. Может, у него какие-то тоже куда-то уходит там. Он же тоже что-то крутит, вертит. У него бывают шары такие там, которые, ну, не забьешь ты просто, естественно, их. Вот, допустим, удар. Смотрите, вот эта стратегия называется. Ты можешь, конечно, взять
зарядить и все это разбить, а потом смотреть, как они в лузы заскакивают у соперника. Давайте вот сыграем стратегически. Попробуем вот этот шар, но при этом не трогая другие, и все. Сыграть пятнашку. Сложно, но лучше, чем разбивать что-то, да? Сейчас вот свояка опять этого дебильного буду. Вот это дебильный свояк здесь, он не заходит нормально. Сколько я его пробую. Можно на дальняк сыграть, но опять же, удары если сильно не получится, тот шар, вот, который я сейчас хочу задеть, он тот борт прилетит сюда и ударит все. Можно, кстати, вот эти два сыграть тоже, но он пойдет в этот шар. Давай попробуем. Еще чуть-чуть надо было подрезать. Ой, ну тут уже подарок компу. Сейчас центр. Я не знаю, он мог свояка сыграть. Что странно он как-то. Ну, ему виднее, ладно. Че такое? Че, кого я не пойду туда? Плечами такой заделайте бока, блядь. Да у него смазанный сейчас удар был. Слышали звук такой? Щел какой-то стрёмный удар. Это у меня такие тоже здесь получаются. Смазанный удар сразу. Звук вот этот слышно. Как палкой по столу ударил. Такой бестолковый получается. Так, ну что, чужаки пробовать? Я помню свои первые партии в настоящем. Вот он сейчас фол заработает, он шар не задел. Все, вот видите, -1 шар у него. Блин, там такие удары были, честно. Там вот кто играть не умеет, лучше людей предупреждать, чтобы они от стола отходили. Шары тяжелые, могут и в голову прилететь, и в грудь. Они вылетают только так. Бывает точности нету, допустим, но зато удар сильный становится. То есть ты уже привыкаешь, вот так вот у тебя рука наигрывается, и ты можешь ударить сильно. И он вылетит, и да, может человека травмировать. Вообще шары, они такие мощные. Стеклянные еще, звук вот этот неприятный, когда они на пол падают, как стекло вот это по кафелю. Скрежет еще. Ну, такое. А может свояка попробуем? А, нет, здесь не получится. Вот здесь, чтобы свояка сыграть вот этим шаром, надо его отталкивать чуть-чуть назад. Кий не даст. Потому что не кий, а борт. Я не смогу его вниз опустить, кий. Борт мешает. Поэтому варианты только подрезать как-нибудь. Можно попробовать его подрезать отсюда. Нет, он не залез. Надо было сильнее ударить. Во, да я вот про это говорю. Вот он сейчас ударил стандартно. Вот у него вот такая вот фигня получилась. То есть вот так выглядит шар, когда ты его пружинишь.
Это называется естественный свояк от борта. Ну, попробуй его забей, да? Смог я как-то обмануть этот борт? Ну-ка, этот обману, нет. Я вот сейчас, видите, стараюсь уже не вот так вот как-то, а сам уже. Примерно на глаз уже. Уже сам на глаз смотрю. Ну, как-то... Ой, блин. Ну, тут стопудово заберет сейчас. Тут хороший. Центр вот я на глаз бил всегда. Здесь вот начал уже смотреть. Думал, может, у меня с глазами что-то стало. Да нет, это просто в игре тут иногда текстурка. Думаешь, что так, а на самом деле не так. Может, текстура где-то какая-то тебя обманывает. Центр будет бить. Что у нас? Тишина такая. Да ё-моё, я ж тебя даже подвинул. Ну, то есть сместил даже это траекторию, все равно он его в лоб ударил. Что еще надо было смещать? Так, центр опять, да? Давай свояка. Тут надо прям. Ну, он даже крученым меня туда не зажал. Ну как? Ну как вот это? Не знаю. Ладно, с этого угла вот он бы не зашел. Ну так. Да, иногда вопросом задаешься. Иногда. Тут смазал. Попробуем такой сыграть. Теперь вот этот от борта. Теперь вот этот. Нет. Можно не этот, можно другой. Я передумал. Не, ну а вдруг чик такой, товарищ, что да, ладно, хорошо, давай, я тебе прощаю, давай, по-братски, да? Не, ну а почему бы нет, игра же любительская.
А если с девушкой играешь? Ой, я промазала. Ну еще бей, ладно. Пока не попадешь. Я пойду пока посплю. Разбудишь этим радостью, да? Ура, я забила. Ногой. Не, ну есть же люди, которые на стол залазят, ногой пинают. Ну, случайно, правда. Когда достать не могут. Это же, кстати, считается максимальный размер стола русского. Это здоровый стол считается. Это мы здесь можем вот так вот, всяко так. Там доставать до шаров. А в жизни, вот если он будет, допустим, шарик где-то находиться. Ну, плюс ты же еще левша, либо правша. Я вот, допустим, всю жизнь левша. Вот, мне вот это моя сторона. То есть я вот этой стороной играю. Вот, а те, кто правши, они не смогут этот шар бить. Только эту граблю он брать и грабли играть. Так, чё, давай глянем точку. Сильно далеко. Чуть-чуть отклонил вообще. Куда-то ушел. Да. Давай вот этот свояк сыграем. Редко такие бьем. Вот этот здесь может зайти. Если его правильно ударить. Блин, опять аборт заделся. Вот он должен четко в лузу идти. Если он аборт задевает, он не зайдет, конечно. И вот тут уже начинается думать либо толсто, либо тонко. Толсто это, знаешь, бьешь ближе к центру шара. Тонко это, знаешь, самый край задеваешь. Вот, опять же, надо изучать эту физику тоже здесь в игре. Чисто самому визуально уже привыкать к ней. И вот так вот у себя в башке прорабатывать. Вот если я все ударю чуть в край, он примерно у меня пойдет туда, заденет тот. Короче, такую вот тему. И тогда будет уже легче тебе. Да, я как-то помню свояки, когда учился играть первое время, я примерно уже в голове прорабатывал. Ага, если я сейчас в край его задену, то значит он примерно пойдет туда. То есть уже у себя программа, как у робота программа вырабатывается. Только у тебя вырабатывается, у него создается. Да, бильярд такая игрушка. Ну чё сделать с тобой? Отыграться? Просто? Нет, не хочу. Надо забивать. Не подскажете, как забить? Это я сопернику. Блин. Вот сейчас смотри, покажет. Подскажет как. Вот смотри, вот так. Вот. Смотри, еще вот так надо. Вот. Запомнил? Вот. Вот так не делай. Слушай, да нет, наоборот, так делай всегда. И тогда, как там это, мир, дружба, жвачка. Ну как он, блин, это что было сейчас? Как он почему туда не пошел? Вот это, конечно, косяк. Прикинь, он просто на лузе висел, он не пошел туда. Он что, его с собой забрал, что ли, крученый? Блин, вот тоже, да, фигня. Вот что это было сейчас? Ёпармана, блин. 100% свояк не зашел.
Зато такой заходит. Я не могу. Тот вообще легкий шар, он вообще легко, он должен был, блин, вообще мыслями туда залететь. И не заходит. Не знаю, ребят, ну... Не идеально, конечно, здесь, ну... Ну, в приложении играть точно нету смысла. Там вообще полный капец. Тупо резочкой играешь. Ой, как красиво шел и не зашел опять. Иногда думаешь, нафига я стараюсь? Если один фиг, он все равно его выплевывает. Ладно бы я косой был, но я-то бью правильно. Я не знаю, что это такое. Сейчас я отлучусь на пару секунд. Я это называю унижением игрока. Обычно мы вот в Таркове так играем, когда есть игра Escape from Tarkov, побег из Таркова. Вот ты вроде стреляешь по цели, вот, вроде попадаешь, но ты его не убиваешь, потому что не срабатывает какой-то скриптик. Вот, также и здесь. Вот ты вроде как бы попадаешь в лузу на, четко все, но какой-то скриптик берет и ставит вот эту преграду, короче, прозрачную. И туда выплевывает оттуда, пока вот этот любитель не поиграет. Нет? Не, я могу ошибаться, как бы. Просто бывает реально шары, они должны там, не знаю, дунул и он упал, а он не заходит. Есть вот, которые реально застревают, допустим, да, а есть вот он все в лузе, и он берет у тебя, вышибается из нее. Но нет. Для русского бильярда это перебор. Не такой уж он и жесткий бильярд, как игра здесь его отображает иногда. Просто люди думают, что нифига себе, даже в лузе и то не заходит, обратно летит. Нет, заходит. Заходит. Когда захочет. В этой игре именно. В реальной жизни хорошо они заходят. Вот такой центр играть сложно. Он угол отобьет шар. Поэтому можно сыграть наоборот. Примерно разметил точку. И не попал. Вообще не туда, куда-то удар был. Точка, главное, вроде разметил, а удар не туда. Дайте мне, пожалуйста, последний шарик забить. И катайте хоть сколько без меня. Что-то музыка какая-то. Блин, ну тут, конечно, у нас своячка попробовать опять. Что такое? Эй, верни обратно. А, вот. Блин. Я уже думал, он за меня будет играть.
О! Партия, ништяк. Блин, я уже думал, все, он меня сейчас догонит. Что-то напряженочка становится. Так, давай до третьей партии и сыграем потом на красном столе, и все на сегодня. Там потом другой стрим будем проводить, уже игровой, не в бильярде. Давай, давай, братан, залазь. Ну, ой, молодец, ой, молодец. В уголок так аккуратно я накатиком сыграл. Но теперь вот что дальше, не знаю. Во, вот это пипец, конечно. Не, ну он здесь ударит, а в жизни как ты до него докарабкаешься? Прикинь, от стола расстояние. Фол, стопудово фол. У тебя рука заденет эти шары. Но здесь ты можешь как бы граблю использовать. Да прикинь, две руки вот так вот будешь держать. Одна грабля, другой будешь по ней вот так возить. Это так весело, пипец. Грабля — это специальная штука такая. Она тоже какие идет, только на конце идет грабля с пазлами такими, чтобы туда кием поставил и катай на ней. Такая штука есть. Блин, ну давай пробовать. Я даже вот непривычно мне вот так траекторию рыскать. О, нифига себе. Попал. Это уже радует. Так, туда не надо. Это бесполезная тема. Можно попробовать свояка сыграть. Но опять же. Так, а это что в центре у нас здесь? От борта. А давай попробуем. Иногда надо. Чуть-чуть надо было еще сместить. А так траектория хорошая, он бы залетел. Смотри, что делает. Я тут стараюсь не разбивать, а он тут и на пофигиста играет, короче. Типа на, разбивай, да? Забивай, точнее, мне вообще пофиг. Ну и ладно. У нас дело простое. Забить. Давай тут же сыграем. Он же так красиво 100% смотрелся. Ну почему опять удар не получился? Это вот удар корявый опять, не знаю. То ли мажет ки так здесь иногда, то ли что. В лузу он смотрел хорошо. Ну ладно. Может, кстати, роль играет, нельзя торопиться здесь. То есть именно надо игре дать понять, что ты выбрал. Может, игра тупит. То есть... Может, да, может оно так и есть. Все-таки игры — это игры. У меня есть такая привычка дурная. Если я что-то начинаю осваивать, я начинаю это быстро делать. Да ладно, я шучу. Ладно, давай так же поиграем, как играли до этого. А то обидится, как начнет опять своими читами балдеть тут. Вот, давай я сделаю вот так. Вот, теперь пускай он делает.
Просто мы закрепляем материал пройденный, который сегодня был. Ну, то опять центр, лузы, свояк. Надо же закрепить. Вот игра, смотри, я хочу забить его туда. Услышала. Нет, ну мы так с ней договариваемся иногда. Бывает, да? А можно то туда заклепать, вот в эту лузу? Говорит, можно. Нет. А! Партия, прикинь. Просто дурак в конце такой. Это называется правильный удар. Не надо это дураком называть. Это игроки, когда обижаются. А, дурака забил. Ну, значит, мне повезло. Значит, правильно ударил, и удачи тоже. Пойдем на красненький теперь поиграем. С любителем. Надолго ли здесь моих глаз хватит? Я как-то играл в VIP-комнате один раз. Пару ударов сделал. Ну, там нету такого полотна, какой здесь шедевр. Потому что там в основном люди отдыхают, бухают тоже. И сами представляете, что там может быть. Туда могут и пиво пролить. Привычка дурная зайдет, то пиво поставить на стол. Ну чё, как игра идет? Потом локтем так бух. Ну, я не знаю, но раньше так, я помню, пятна на столе всякое. Так что бывает и такое. Не всегда позитив. Поэтому рекомендация вот моя: к столу никогда не подходить ни с едой, ни с лимонадом, ни с соком, ни с пивом. Любая малейшая ошибка, и все, твой косяк. По идее, это наказуемо. Стол очень дорогой, полотно дорогое, оно очень дорого стоит. Курят даже, бывает тоже. Ну, сейчас запретили, кстати, курить в бильярдных клубах. А раньше постоянно дымили. Прям за столом стояли, курили. Тоже дебильная привычка пепел бросать. Не знаю, по мне так это неуважение к месту. Ты же сам же здесь играешь, нахрен ты здесь серишь, да? Че, попробую? Нет. Блин, что зарядить, а? Столько шаров, и все надо подрезать. Работать надо, работать, а так лень. Ладно, давай свояка попробуем потихонечку вот этого. Чуть-чуть так. Так, еле-еле, чтобы, если что, не разбить. Так, здесь его лучше вот этим подрезать. Нет. Пожалуйста, видите, вот зеленый вон стоит и красный, как глаза воспринимают, какой цвет. Смогли бы играть на таком полотне. Ну, это вот полотно для VIP-комнат. Как раз для девчонок.
Девчонкам же нравится цветное. Да ё-моё. Вообще свояк у меня не идет сегодня, прям вообще никак, не знаю. Ну, у меня глаз на него сегодня вообще не работает. Я вообще не знаю, что у меня сегодня идет, но я все понемногу как-то бью. А вот если конкретно зацикливаться на свояках, примерно вот такая у меня вот получается, как у него игра Fall. У нас немного получились разногласия. Сейчас отвлекусь. Че, отыгрался? Молодец. Не, вот здесь, кстати, игру, когда сворачиваешь, почему-то пауза сама по себе ставится. Хотя хотелось бы, чтобы он сыграл, ты уже бы хоп, и твой ход, да? Нет. Я должен наблюдать за этим процессом. А вдруг я скажу, что он жулик, да? Так он и так жулик. Без этого. Ладно, надо заканчивать эту игру. И все, на сегодня хватит, пока. Есть, вот знаете, игроки, которые любят игру, они прям погружаются в нее, не обязательно бильярд, и они могут в нее играть, выигрывать в ней, выигрывать, стараться постоянно быть сконцентрированным на ней, Ну, вы меня понимаете, о чем я. Вот. Я бильярд все-таки любитель, как бы, я вот могу там 4-5 партий постараться сыграть, потом я уже что-то как-то все равно устаю от него. Поэтому... Ну, сегодня нормально я поиграл, я даже выиграл. Так я выиграл в основном. У меня сколько, один раз, да, выиграл компьютер. Я сам удивлен. У меня обычно тоже там раза 5 может выиграть даже. Если захочет. Скрипт. Я смогу на таком расстоянии? Вообще на таком. Я, кстати, пробовал, даже на дальняк пробовал. Лучше видно, кстати, как ты отметил глазом примерно точку. Оп. А попробуем на расстоянии поиграть. Вроде стол позволяет, он яркий. Почему бы и нет?
Не, слушай, я косоглазие получу, так нет. Я как бы стараюсь, но глаза устают, это пипец. Это, знаете, выглядит так же, вот в игре есть, играешь в игру, есть вот где-нибудь в поле бежишь, там война идет виртуально, и тебе надо вот обнаружить противника, но у тебя не работает приближение. Это как этот, вот так же здесь, без приближения это пипец тут играть, глаза сломаешь. Ну, траекторию хорошо видно. Вот такие шары можно на расстоянии бить. Почему бы нет? Правда, они не заходят. Я имею в виду, вот, когда шарик находится от твоего, которым ты хочешь ударить, далеко, и ты еще отдаляешь, это пипец. Яйца, блин. Так. Надо сыграть, чтобы ему не подставить. О. Ну, блин, я тот левый задену. В жертву принесу. Ой, забил, нифига себе. Да, здесь я рад своим забитиям. Не всегда они у меня тоже бывают успешными. Оп. Крутанул маленько. Поэтому вот я вам сегодня все показал, вот как на стриме. Что у нас там? Какие у нас там основные-то моменты? Ну, стратегия, да, здесь стопудово нужна, если ты уже наигрываешься. Меткость надо. Умение, понятное дело, умение, когда ты часто играешь, у тебя появляется умение, тоже, знаешь, умеешь что-то, да? Я думаю, здесь основной навык это, наверное, терпение, выносливость, вот это вокруг стола бегать. Это же фитнес, ё-моё. Если я раньше мог гонять, я же не смогу, наверное, вокруг стола столько бегать. Просто такие километры. Ты вот просто можешь, вот сейчас вот эта тема есть, да, на руку одеть и смотреть, сколько ты будешь бегать. Тебе даже на улицу выходить не надо. Ты просто вокруг стола будешь бегать столько, сколько там часы тебе покажут твои. Так что это игра для спортсменов. Там же стоит, ты же не сидишь на стуле, ага. Не, ну ты можешь, конечно, сесть, вот просто не показано. А, ну он у камина, да? А так в основном тебе же интересно, как там, как он ударит, как он там, ну и все, и сиди, ты стоишь, наблюдаешь за ним. Блин, ну такой это пипец, конечно. Как его... Не, ну как тихонечко, чтобы он зацепился об угол и зашел туда, больше никак. Он его отобьет. Оп. Надо было еще чуть-чуть туда, подальше. Бам! Эх, не сработала твоя скриптовая физика. Даже компьютер торопится, он, видите. Нельзя спешить. Ну, блин, слушай, тут уже я пас, значит не наша луза. И не у меня, и не у него. Вообще, она даже прямой туда не заходит.
Ой, по дефолт. Это не я. Даже фигню творю. Это вот игра, когда ты так играешь, это уже игра идет на отвали. Такое тоже бывает, когда уже наигрался, начинаешь страдать ерундой. Это нормально. В таком случае что делается? Правильно, закрывается столик, и ты идешь уже на улицу гулять дальше с компанией. Ну, или с другом, или с подругой. Да ты задолбал, блин. Что-то растягивается удовольствие. А я, кстати, вот впервые такой здоровый, вот полотно такое, прям красный здоровый стол вижу. Вип я видел, но он маленький такой был. Как и... Такой вот, двенашка. Вообще, какие размеры вот в основном? Двенашка, тринашка. Вот это вообще десятка или девятка стоит, вон. Это маленький столик, вот и американка, кстати, если по лузам посмотреть. Это девятка, либо десятка. Такой даже можно дома у себя поставить, если у тебя позволяет комната. А, у нас, скорее всего, вот этот стол, это тринашка. Есть еще двенашка, она чуть поменьше этого стола. Вот это самый максимальный размер считается бильярда. Вот есть десятки, они маленькие. Там кого? Вообще там... Блин, ну я не могу, с кием не покажу никак. Как они... Ну и ценник, соответственно, чем больше стол, тем дороже. Потому что он сам дороже стол. Материал страдает. Поэтому за него и денег больше берут. Что-то мы какую-то фигню изображаем на этом столе. Ну, мол, на синем играть и все. Вообще в красный не можем играть. Что я, что он. Я говорю, он за мной еще повторяет, походу. Сам поиграл уже. Ладно, я уже расслабляюсь. Да ты заколебал, смотри, луза не идет и все. А у него что-то вообще дубовый, по-моему, или... Блин, ну если комп забить не может, ну... Можно, короче, это... Alt F4 нажимать и не мучиться. Ну, я для себя вывод такой сделал. Я играл на новых столах. Нет. Если мне еще, допустим, скажут, пойдем поиграем, вот только стол новый, я скажу нет. Я не хочу на новых столах играть. Это просто издевательство. Они не заходят в лузы нифига. На новых столах я бы никогда бы не играл. Лучше пускай их разобьют, эти лузы. Пускай где-то полотно порвано будет, вообще пофиг. Но зато я не буду так мучиться, как, допустим, здесь иногда, да? Вроде ударяешь, он ее выплевывает. Ну, бильярд сделан именно по вот этой теме нового стола. Может, физика соответствует. Пожалуйста, прямой почти. Нет, я буду сюда бить, я забью.
Зачем мне прямой? Я кривые забиваю, да? Да, компьютер у нас легких путей не ищет. Ух. Бывало тоже такой шарик бьешь, тот не заходит, зато они меняют, лакировку делают, и заходит тот, которым я бил. Интересно так. Ну это говорю, многое зависит именно от удара, как ты ударишь. Оно бывает, ты вроде правильно траекторию выбрал, все, но если ты ударил неправильно, он все равно не пойдет туда. Поэтому очень большую роль играет траектория, вот это сила удара и траектория, Ну вот видите. Вроде шел, да. Чего вот он не зашел? Чем ему мешает? Не знаю. Мне это не дано понять, потому что я не создавал эту игру. Это известно только разработчику. Вот это зашел. Не, ну, если было бы все так плохо, они бы вообще бы не заходили бы, наверное, да? Центр. Тогда я не знаю, что он вообще делает. Блин, у него центральный шарик, вы чё? Зачем он так бьет? Все равно нет, не навел я на эту точку. Давай попробуем. Подожди. Что, ты ударил, что ли? Блин, зато такая пауза не работает. Игру сворачиваешь, работает. Давай, чувствительность убавим до 5. Чтобы сенс не проскакивал. Но тогда не будет получаться вот такой удар. Резкий. А он иногда нужен. Кто видел сегодня игры, мы центр забивали так. Свояка. Ну и кручение. Минималка, значит, здесь 5 сенс можно, а сотка, по-моему. Ну, блин, я не знаю, высокий сенс ставишь, такой удар тупой будет. Просто сильно удар и все, бестолково. Он просто из луз будет вылетать. Вот он, чем он угол не нравится, я не знаю. Стоит шарик, да? Он же такие бьет. Ладно. Угу. Шарик хороший. Что он делает? Интересно, он играет.
Прикинь, Киби был вместо этих очков виртуальной реальности. Ну, очки еще одеваешь, только у тебя в руках не вот эти штуки там, окей, и ты по комнате гоняешь так. Вот это было бы вообще погружение в бильярд. Классно же было бы, да? Кик с проводами такой. Палка такая с проводами. Не, ну а чё, компьютерный стол вместо бильярда? Правда, как в монитор дал, дырка осталась, да? Ой, центр. Забил. Сейчас этот будет бить. Забил. Давай финальный забивай и все. Партию. Слушай, так надо было через потолок лучше, вон через лампу попробовать его так. Нормально, потом с пятки так. Почти бы было бы. Кстати, было бы вообще эпично, да? Я говорю, фокусник. Не то, что мы обычно. Носика красного не хватает, под стол подойдет. Молодец. Все, ладно, давайте завершим на этом. Я просто показал вам этот стол. Ну, выиграть может когда-нибудь получится на нем. Так. Все, хватит. Достаточно. Ну, ладно, все, пока на этом хватит бильярда. Маленько отдохнем. И куда пойдем? Правильно, наверное, в Тарков пойдем. Там есть незаконченные дела. Ну, а уже завтра у нас опять ДКС, Арма начнется. Так что и до них дойдем. Все, всем хорошего дня, до новых встреч. Не прощаюсь. Что у нас там голосование? 16 голосов. Да, просто 16, правильно. 16 шаров. Ну, в игре обычно забивается соотношение 8-7. А вот бывает ли ничья? Слушай, я не помню, нет. А как может ничья произойти? Нет, никак. Ну ладно, все. До встречи.